Всем привет! Приготовим суп из свекольной ботвы. Для начала в кастрюлю с водой укладываем мясо кубиками. У меня было примерно 500 грамм говядины. Также это может быть мясо на косточке или любые другие варианты с мясом или даже без него. Во время варки мяса я добавила лавровый лист, и когда мясо разварилось, лист я достала из кастрюли, а также, перелив бульон с мясом в другую емкость, кастрюлю я обмыла от мясной серой массы, которая осталась на стенках. В итоге у меня получился чистый бульон с мясом. Далее я беру купленную мной на рынке свеклу вместе с ботвой. Листьев очень много, и они просто огромные. Из этого большого пучка я возьму 3 маленькие свеклы и листья, выходящие из них. Этого будет достаточно для моего супа. Свеклу я очистила от кожицы и помыла, и отправляю в блендер со средней теркой. Здесь я натираю свеклу, а также одну среднюю морковь. Обычно, открывая крышку, сверху терки остаются небольшие кусочки ненатертых овощей. Их можно мелко нарезать ножом и также использовать в суп. Далее возьмем 3 зубчика чеснока и измельчим их ножом. Также одну головку репчатого лука измельчим ножом небольшими кубиками. Листья ботвы, которые я отсоединила от свеклы, нужно было тщательно промыть от пыли и песка. И теперь я отсоединяю листья от стеблей и буду нарезать их отдельно. Сначала нарезаю стебли достаточно мелко и складываю в отдельную миску. Вот такая получилась россыпь из стеблей ботвы. Теперь можно приступать к нарезанию листьев. Их как раз можно резать более крупными отрезками. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик. Так вы не пропустите новые вкусные рецепты, которыми я буду делиться с вами. Возьмем 3 небольших помидора и очистим их от кожицы. Нарежем очищенные помидоры на крупные кубики. Далее возьмем укроп. Его объем берите по вашему предпочтению. Можно больше, а можно и меньше. Но укроп придает особый аромат свежей зелени. 3 небольших картофеля очистить и нарезать кубиками. На разогретую сковороду налить немного оливкового масла и высыпать нарезанный лук. Обжарить его пару минут и сюда же высыпать натертую на терку свеклу с морковью. Перемешивая лопаткой, нужно немного обжарить натертые овощи.
В это время в кипящий мясной бульон с мясом добавим нарезанный картофель. В сковороду со свеклой и морковью добавим нарезанные помидоры, а также нарезанные стебли свекольной ботвы. Все это хорошенько перемешаем и жарим еще несколько минут. Добавим нарезанный чеснок и перемешаем все снова. Теперь в кастрюлю с мясом перекладываем обжаренные овощи и доводим все до кипения. Добавим сок половины лимона, соль, черный молотый перец и все снова перемешаем. Теперь, когда все овощи закипели, можно добавить листья свекольной ботвы. Она быстро уменьшается в объеме, когда варится в супе. Все поварим пару минут, и сейчас можно добавлять нарезанный укроп. Все перемешаем снова, и можно суп подавать на стол. Суп подаем с ложкой сметаны. Я, находясь в Турции, использую жирные сливки. Получается очень вкусно. Суп получился такой вкусный, вам просто не передать. Теперь попробуем наш весенний суп из свекольной ботвы. Он, правда, получился очень нежный и такой вкусный. Напомню, что полный рецепт вы также можете посмотреть в описании под видео. Всем приятного аппетита!